Анна сидела в своем просторном кабинете, глядя на город через панорамное окно. Ее семья владела одной из крупнейших компаний по производству косметики в стране, и ее жизнь, казалось, была идеальной. Дорогие платья, эксклюзивные машины, приглашения на самые престижные мероприятия — все это было частью ее мира. Но внутри она чувствовала пустоту. Ей не хватало чего-то настоящего, чего-то, что нельзя купить за деньги. Анна была полной с детства. Она всегда старалась похудеть. Сидела на диетах, ходила в спортзал, пробовала разные методики, но вес уходил медленно, а иногда возвращался. Ее мать, строгая и требовательная, часто говорила: «Анна, ты должна выглядеть идеально. Ты представляешь нашу семью». Эти слова эхом звучали в ее голове, заставляя ее чувствовать себя неуверенной. Она ненавидела свое отражение в зеркале, но старалась скрывать это за улыбкой и дорогими нарядами. И тогда появился он, Максим. Они познакомились случайно на одном из благотворительных вечеров, которые ее семья организовывала каждый год. Максим был высоким, с теплой улыбкой и глазами, которые, казалось, видели ее насквозь. Он подошел к ней с бокалом шампанского и сказал: «Ты выглядишь так, будто тебе здесь не место». Анна рассмеялась, но внутри почувствовала укол. «Он заметил, что я не вписываюсь? Или это из-за моего веса?» — подумала она. «Это мой вечер. Я должна быть здесь», — ответила она, стараясь казаться уверенной. «Нет, я имею в виду, что ты выглядишь слишком настоящей для этого мира фальши», — ответил он, и его слова задели ее за живое. С того вечера они начали общаться. Максим рассказывал ей о своей жизни. Он был художником, но его картины никто не покупал. Он говорил, что мечтает открыть свою галерею, но у него нет средств. Анна слушала его с восхищением. Ей нравилось, что он не похож на тех, кто окружал ее обычно. Людей, которые видели в ней только ее фамилию и состояние. Но иногда она замечала, как его взгляд скользит по ее фигуре, и ей казалось, что он смотрит на нее с легким презрением. Она отмахивалась от этих мыслей, убеждая себя, что это ее неуверенность играет с ней злую шутку. Через несколько месяцев их отношения стали серьезнее. Максим был внимателен, заботлив, всегда находил время, чтобы выслушать ее. Он писал ей стихи, дарил цветы, которые, как он говорил, собирал сам. Анна чувствовала, что наконец нашла того, кто любит ее настоящую, а не ее деньги. Но ее неуверенность в себе из-за веса никуда не исчезала. Она продолжала пытаться похудеть, но каждый раз, когда весы показывали прежние цифры, она чувствовала себя неудачницей. Однажды они ужинали в ресторане. Анна заказала салат, стараясь следовать диете, но Максим настоял, чтобы она попробовала десерт. «Расслабься, Анна. Ты и так красивая», — сказал он, но в его тоне ей почудилась насмешка. Она все же съела кусочек торта, но весь вечер чувствовала себя виноватой. В другой раз она заметила, что Максим стал чаще делать шутливые комментарии о ее фигуре. «Ты такая уютная, как плюшевый мишка», — сказал он однажды, обнимая ее. Анна улыбнулась, но внутри почувствовала боль. «Он думает, что я толстая», — подумала она. Однажды он пришел к ней с грустным лицом. «Анна, я не знаю, как сказать, у меня проблемы. Моя квартира... Я не могу больше платить за аренду». Она тут же предложила помощь. «Максим, это не проблема. Я могу оплатить твою аренду. Или, знаешь, переезжай ко мне. У меня большой дом, тебе будет комфортно». Он отказался, сказав, что не хочет быть нахлебником. Но Анна настояла. Она оплатила его долги,
купила ему новую студию для работы, даже вложилась в его первую выставку. Дорогие друзья, мы очень просим вас подписаться на наш канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это действительно сильно нам помогает. Спасибо вам за то, что вы с нами. Она была счастлива, видя, как его мечты начинают сбываться. Но она не замечала, как его улыбка становилась все более натянутой, а его слова — все более пустыми. Однажды она случайно услышала, как он разговаривает по телефону с другом. «Да, она богатая, но ты бы видел ее фигуру. Как свинья, честно», — сказал он, смеясь. Анна замерла. Ее сердце сжалось от боли. Она не могла поверить, что он так о ней говорит. Но вместо того, чтобы уйти, она решила, что это ее вина. «Если я похудею, он перестанет так думать», — сказала она себе и записалась на еще одну программу похудения. Прошел год. Анна была уверена, что их отношения — это настоящая любовь. Она мечтала о свадьбе, о детях, о совместной жизни. Но ее друзья начали замечать странности. «Анна, ты уверена, что он с тобой не из-за денег?» — спросила ее лучшая подруга Лена. Анна рассмеялась. «Лена, ты не знаешь его. Он не такой. Он любит меня». Но сомнения начали закрадываться. Она стала замечать, что Максим часто пропадает, что его телефон всегда на беззвучном режиме, что он избегает разговоров о будущем. Она также заметила, что он стал еще более жестоким в своих шутках. «Анна, ты опять ешь сладкое. Тебе не кажется, что пора остановиться?» — сказал он однажды, когда она взяла конфету. Она почувствовала, как ее щеки покраснели от стыда. Однажды она пришла к нему в студию без предупреждения. Дверь была приоткрыта, и она услышала, как он разговаривает с друзьями. «Да ладно, ребята, она богатая, конечно, я с ней. Но вы бы видели ее без одежды, кошмар», — сказал он, и все засмеялись. Анна почувствовала, как ее сердце разбилось на куски. Она хотела ворваться и кричать, но вместо этого тихо ушла, плача всю дорогу домой. Той ночью она не могла уснуть. Она вспоминала каждый его комментарий, каждый взгляд, каждый смех. Она поняла, что он никогда не любил ее. Он насмехался над ее внешностью, использовал ее деньги и играл на ее неуверенности. Но она все еще не могла его бросить. «Если я стану лучше, он полюбит меня», — думала она. Но однажды, когда он оставил свой телефон на столе, Анна не выдержала. Она взяла его в руки и открыла переписку. «Ты когда уже бросишь эту толстую дуру? Она тебе все уже оплатила, а ты все равно с ней?» Писала какая-то девушка по имени Кристина. «Скоро, Крис. Еще немного, и я получу от нее все, что мне нужно. Она даже не замечает, как я ее использую», — ответил Максим. Анна почувствовала, как ее сердце остановилось. Она перечитывала сообщение снова и снова, надеясь, что это сон. Но это была реальность. Ее мир рухнул в одно мгновение. Она вспомнила каждый момент, каждый его взгляд, каждое обещание. Все было ложью, и его насмешки над ее внешностью только подтверждали, что он никогда не видел в ней человека. Анна не могла поверить, что была так слепа. Она плакала всю ночь, но наутро собралась с силами и решила поговорить с ним. Когда Максим пришел, она встретила его с холодным взглядом. «Я все знаю, Максим. Я видела твои сообщения. И я слышала, как ты насмехаешься надо мной с друзьями». Он попытался оправдаться. «Анна, это не то, что ты думаешь. Я просто шутил. Ты же знаешь, как парни разговаривают. А сообщения... Я был в отчаянии. Ты не понимаешь, как сложно жить, когда у тебя ничего нет». Но его слова звучали пусто.
Она поняла, что он никогда не любил ее. Он любил ее деньги, ее возможности, ее статус, а ее внешность была для него лишь поводом для насмешек. Она выгнала его, но боль осталась. Она чувствовала себя преданной, использованной, пустой. Ее самооценка рухнула. Она начала винить себя. Почему я не увидела этого раньше? Почему я была такой глупой? Почему я не могу похудеть и стать той, кого он полюбит? Прошло несколько месяцев. Анна пыталась забыть Максима, но каждый раз, глядя в зеркало, она видела не себя, а ту, кем он ее сделал. Толстую, наивную, слабую, обманутую. Она продолжала пытаться похудеть, но каждый раз, когда весы показывали прежние цифры, она чувствовала себя еще хуже. Но однажды, прогуливаясь по парку, она заметила женщину, которая сидела на скамейке и плакала. Анна подошла к ней и спросила, что случилось. Женщина рассказала, что ее муж использовал ее ради денег, а потом бросил, оставив с долгами. Она также призналась, что он насмехался над ее внешностью, называя ее толстой коровой. Анна слушала ее и понимала, что ее история не уникальна. Она не одна. И тогда в ее голове зародилась идея. Она решила создать фонд помощи женщинам, которые стали жертвами обмана в отношениях. Она начала проводить семинары, где делилась своей историей, учила женщин распознавать манипуляции, помогала им восстанавливать самооценку. Она также добавила в свои программы модуль о принятии себя, рассказывая женщинам, что их ценность не зависит от их веса или внешности. Со временем ее фонд стал известным. Женщины из разных городов приезжали к ней за помощью. Анна видела, как они меняются, как находят в себе силы жить дальше. И это дало ей то, чего она так долго искала — смысл. Однажды на семинаре она встретила женщину, которая сказала: «Анна, я всегда ненавидела свое тело, но вы научили меня, что я не должна меняться ради кого-то другого. Спасибо». Анна почувствовала слезы на глазах. Она поняла, что ее боль стала ее силой. Она больше не чувствовала себя жертвой. Она чувствовала себя человеком, который может изменить мир. Однажды, проводя очередной семинар, Анна стояла перед аудиторией. Она посмотрела на женщин, которые слушали ее, и сказала: «Любовь не покупается, но ее можно подделать. Я пережила это. Я отдала все человеку, который видел во мне только кошелек и насмехался над моим телом. Но я не сломалась. Я нашла себя. И вы тоже можете. Ваша ценность не в вашем весе, не в вашем размере, не в том, что думают о вас другие. Вы достойны любви, настоящей, бескорыстной». Ее слова эхом отозвались в зале. Женщины аплодировали, некоторые плакали. Анна поняла, что ее боль стала ее силой. Она больше не чувствовала себя жертвой. Она чувствовала себя человеком, который может изменить мир. В тот вечер, возвращаясь домой, она остановилась у витрины магазина. На стекле отражалось ее лицо. Сильное, уверенное, настоящее. Она улыбнулась и сказала себе: «Ты достойна любви, но не той, которую можно купить, и не той, которая требует от тебя меняться». История Анны стала вдохновением для тысяч женщин. Ее фонд разросся, и она продолжила помогать тем, кто оказался в похожей ситуации. Максим же, узнав о ее успехе, попытался вернуться, но она лишь посмотрела на него с холодной улыбкой и сказала: «Ты получил от меня все, что хотел. Ты насмехался надо мной, но теперь я знаю, что твои слова — это твоя слабость, а не моя. Уходи». Дорогие друзья, мы очень просим вас подписаться на наш канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это действительно сильно нам помогает.
Спасибо вам за то, что вы с нами.